Друзья, всем теплый привет. На дворе октябрь. Погодка сегодня прям просто класс, шикарная. Но все равно в этом году осень прям очень холодная. В прошлом году в это время прям жара еще такая стояла. В этом году что весна, получается, была такая, знаете, прохладная, что осень. Вот. А там пишет еще вообще до плюс 9 днем, плюс 3, там 4 ночью. Это вообще нереально. Наверное, ветер будет северный, сильный, ураган. Вот. Банан, наверное, мне вообще весь раскурочит. До конца его убьет. Так что так. Вот. А сегодня мы с вами будем готовить просто нереально простой рецептик. Как раз на завтрак с утра для своей семьи. Просто шикарно. Готовится там буквально 5 минут и все. Вот. В общем, поехали к рецепту. А кому понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Погнали. Ну что, друзья, приступаем. Для рецепта нам понадобится вот такой вот самый обычный тонкий лаваш. Вот. Опять же повторяюсь, рецепт безумно очень простой. Могут даже найтись такие умники, которые скажут: а что ты здесь приготовил, тут особо рецепта нету. Вот. Но я вас уверяю, то, что это очень вкусно, и то, что так навряд ли кто готовил именно по таким шагам, как я буду делать. Вот, готовили навряд ли. Но моя задача получается нарезать себе кружочков из лаваша. Смотрите, отсюда уже круг не получится вырезать. Можно даже использовать обрезки. Тут ко мне белочка ломится. Сейчас покажу. Друзья, ну в смысле не ко мне в голову белочка ломится. Чего она так прыгает? Друзья, буквально вот в пару метрах от меня. Иди сюда. Эй. Сейчас водичку, наверное, будет пить. Вода сошла, обмелела немножко. В сковороду накапаю совсем немного масла. Друзья, смотрите, здесь у меня вот такой вот плавленый сыр. Именно нужно брать плавленый, не обычный такой, который, а именно вот этот Дружба, наподобие таких вот. Через терку натираю сверху небольшой слой, ну, по крайней мере, постараюсь. Думаю, так будет достаточно, а то он быстро кончится. Но я хотя взял 2 штучки. Так, следующий лист кладем сверху. И теперь на этот натираем. Дальше следующий. Друзья, продолжаем такую процедуру, пока у нас не закончится либо сыр, либо лаваш. Последний круг и обжариваем. С одной стороны готово, обжариваю следующую. Гляньте, какая красота. Просто обалденно. И обязательно нужно кушать, когда горячее. Приготовили и сразу есть. Я вам говорю, к чаю просто офигенная штука. Все, друзья, надеюсь, рецепт вам понравился. Всем крепкого здоровья. Свидимся.